Всем привет, с вами канал Все про Android. Итак, новости от Гугла. Данный функционал доступен для некоторых сборок Android 16 бетка и Developer Preview Beta 1. Рассмотрим, что у нас есть. Некоторый функционал был уже доступен, но теперь Google собрали все в одну кучу и предлагает вам его включить. Находится этот функционал в разделе «Защита и конфиденциальность». Когда он появился, появилась плашечка о возможности его включения, но пока еще работает только для пикселей, как я уже говорил. Но в дальнейшем, думаю, это будет внедрено и на другие смартфоны. Правда, функционал, как пишет Google, будет не полностью доступен для других устройств. Все зависит от производителя, какие функции он выключит. Давайте рассмотрим, что же появилось. Во-первых, при включении этого функционала защита устройства вам потребуется перезагрузка. Далее идет защита аккаунта и функции защиты устройства. Здесь рассмотрим поконкретней. Опять-таки функционал по краже устройства, блокировка при краже, блокировка в офлайн режиме, то есть если вы отключаетесь от интернета, и устройство будет заблокировано до ввода пин-кода. Также этот функционал перезагрузка при бездействии устройства будет перезапущено, если оно не включалось в течение 3 дней, допустим, вы его где-то потеряли. И опять-таки будет перезагружено и вход в систему только при введении пин-кода. По защите приложений. Play-защита, неизвестные приложения и тегирование памяти. Здесь хотел бы отметить, что при включении данного функционала нет возможности установить скачанные приложения, то есть АПК-шку вы не установите. Единственный способ, которым я смог установить, это на время отключил Google Play. Просто зашел в приложение, отключить, после чего АПК-шка установилась, и опять-таки необходимо было включать Google Play. То есть значок Play Market у вас пропадет из меню, вам нужно будет лезть опять-таки в список всех приложений и его включать. Ну, здесь понятно, это все работало, но теперь нет возможности при вопросе установить или нет отклонить. То есть единственный способ это только отключение Play Market. По тегированию памяти здесь, на мой взгляд, достаточно хороший функционал. То есть данный метод позволит при установке какого-либо приложения защитить память от ее сбоев, и также как бы блокируется доступ к памяти для устанавливаемого приложения. То есть оно не сможет получить доступ к участку памяти, где находятся другие приложения. Можете погуглить, что такое тегирование памяти. Ну, на мой взгляд, довольно-таки интересный функционал. Допустим, вирус не может получить доступ к тем разделам памяти, где находятся данные других приложений. Сети. Защита от сетей 2G. То есть при включении данного функционала у вас пропадает возможность подключаться к 2G сетям, что не всегда актуально, и иногда звонки не проходят. Здесь тоже, надеюсь, Google поправит и все будет более-менее приемлемо работать. Ну, интернет, опять-таки, защита от безопасных сайтов, предупреждение HTTPS, средства защиты от JavaScript, отключение некоторых расширений. По Google телефону, кто пользуется приложением от Гугла, именно звонилкой, здесь ООН и спам это уже было, фильтр спама, и помимо всего Google планирует ввести дополнительный функционал сюда. Это будет непосредственно в режиме звонка. Когда вы набираете какой-либо номер, вам будет сообщение, что данный номер занесен в базу, и вы всегда сможете отклонить или принять этот звонок. Ну, а ООН и антиспам, они сейчас работают великолепно. То есть, если какой-то номер занесен в базу спама, тогда этот номер просто отклоняется. Но этот же функционал будет введен и в Google сообщения, то есть защита от спама. Если вам приходит какая-то ссылочка в СМС, то Google будет помечать эти ссылки как подозрительные или же блокировать их, если этот номер, с которого пришла СМС, будет в спаме. Дополнительно будут введены две функции, которые, на мой взгляд, довольно-таки достойные. Сюда входит защита подключения USB, как будет работать этот функционал. То есть если вы будете подключаться смартфоном с заблокированным экраном к USB, это может быть для зарядки, или вы где-то оставили телефон, кто-то его украл и попытается слить ваши данные, то доступ к памяти при включении этого режима будет закрыт. И также будет доступна возможность отключения автоматического повторного подключения к небезопасным сетям. То есть, если у вас есть сети, к которым вы раньше подключались, как правило, при подключении стоит галочка «Отключаться автоматически», эта галочка будет снята. Ну и, разумеется, интеграция со Scam Detection для Google телефона. Вот такие вот обновления. Пока я еще этот функционал не использовал, поскольку, как я уже сказал, вызывает
проблемы со звонками. Ну и, разумеется, я устанавливаю много APK файлов, и это мне пока еще мешает. А я на этом буду заканчивать. Пишите, что вы думаете в комментариях. До новых встреч!